比迦兰多，切弥尼切切罗智多迦雷萨婆诃。南无阿弥陀佛耶，多他切多耶多地耶多，阿弥利多波比，阿弥利多塞登波比，阿弥利多比迦兰帝，阿弥利多比迦兰多，切弥尼切切罗智多迦雷萨婆诃。Я есмь Амитабха Будда. Я прихожу редко, и каждый раз, когда я имею возможность приоткрыть дверь в ваш мир, я стараюсь дать вам прежде всего то представление, которое даст вам возможность выйти за рамки вашего мира, привычные вам. Потому что есть нечто большее, к чему вы должны устремляться. И это большее вы должны вырастить в своих сердцах. Вы являетесь несовершенными в проявлении, и ваше несовершенство временно, как и само проявление. Поэтому вам отмерен только тот срок, пока вы не сможете избавиться от всего в вас, что разделяет меня и вас и Бога. Я говорю для вас загадками, но вы услышите меня, потому что то, что я говорю, предназначено не для вашего физического слуха. Я говорю с вами на языке, который понятен вашей душе, а ваша душа является той частью вас самих, которая наиболее чувствительна и наиболее поддатлива к нашему влиянию. Я сейчас говорю от имени множества Будд и Бодхисаттв. Мы смиренно выполняем свой долг, и мы очень рассчитываем на то, что среди вас найдутся те, кто сможет решиться следовать по пути Будд. Есть много путей и дорог, которые ведут к Богу. Наш путь – это путь полного смирения перед высшим законом. И тот из вас, кто готов следовать по пути Будд, знает, что нет никаких внешних атрибутов следования по пути Будд. Ни статуи Будд, ни благовония, ни колокольчики – ничто не является важным, кроме одного – вашей покорности и вашего желания служить живым существам, обитающим во всех мирах. Настала пора проявить свою истинную природу Будды. Времени не так много, и я пришел еще раз напомнить вам, что ваша целеустремленность и последовательность в прилагаемых усилиях сейчас необходимы как никогда. Будд отличает именно способность в любых внешних обстоятельствах не упускать цели, для которой он или она воплотились в физическом мире. Истинный Будда будет выполнять свою миссию даже тогда, когда он попадает в столь неблагоприятные условия, что никто из окружающих людей даже не подозревает о существовании невидимой иерархии существ света, Будд и Бодхисаттв. Истинный Будда, даже окруженный людьми, находящимися в очень омраченном состоянии сознания, будет помнить о том,
что есть высший закон и будет следовать этому закону. Потому что природа Будды сквозит в каждом его движении, во всем, что он делает и как он это делает. Истинный Будда не привязан к результату своей деятельности. Он не будет работать ради денег или почестей. Истинный Будда будет осуществлять свое служение жизни в самых неблагоприятных внешних условиях. Он будет довольствоваться скудной пищей и бедным одеянием, но богатство его души невозможно прикрыть никакими одеждами. Золотая суть Будды сквозит в каждом его движении, в каждом действии и в каждом слове. Вашей задачей является научиться находить воплощенных Будд. И даже тогда, когда Будда или Бодхисаттва сидит в лохмотьях и просит милостыню, вы не должны проходить мимо, потому что о вашем духовном уровне можно судить по тому, как вы относитесь к тем Буддам, которые находятся в воплощении сейчас. Вы должны находить этих Будд и помогать им осуществлять их служение жизни. Тогда, когда вы действуете для всего человечества, когда вы готовы делать ваши дела для того, чтобы все живые существа были счастливы, в этом вашем бескорыстном служении вы становитесь Буддой сами и способны своим примером спасти многие души, которые ничего не знают о высшем законе и никогда не слышали о великих существах света, оказывающих помощь Земле. Я приходил к вам этим днем для того, чтобы напомнить тем из вас, кто принял это воплощение в порыве бескорыстного служения человечеству Земли, что ваше время настало. И если вами еще владеют человеческие слабости, привычки и страсти, то вы должны немедленно оставить их, потому что некогда заниматься пустяками в то время, когда некому делать дела, направленные на служение жизни. Я есмь Амитабха.